Всем привет! Меня зовут Яна Бжани, и мы продолжаем серию наших видеоинтервью. И сегодня мы находимся на юго-восточной части Абхазии в городе Гал. Наша сегодняшняя гостья работает в проекте «Исторический диалог» уже более 5 лет. Какова специфика ее района, с какими трудностями она сталкивается и как воспринимают проект жители города Гал, расскажет наш региональный координатор Моника Торла. Реверс. Моника, расскажи о своем детстве. Я родилась в 91 году в Абхазии и жила 2 года до войны здесь. Моя семья жила в Гальском районе. Мне было 2 года, когда началась война, и мы выехали в Грузию. Это приграничный район, Зудитский район. Мы жили у наших родственников. Как мне кажется сейчас, это был очень маленький домик для 15-20 человек, которые приехали туда беженцы. И мы там провели достаточно долгое время. Потом мы переехали отдельно на квартиры, которые предоставлялись беженцам. Там мы прожили оставшееся время, и в 94 году моя семья вернулась сюда. И понимая, что прожить здесь будет сложно, мы приняли решение, то есть мои родные приняли решение уехать в Россию. Конечно, были сложности, потому что это другое общество, ты не можешь до конца раствориться в нем. Тебе мешают то, что, допустим, ты не являешься частью этого общества, и есть сигналы определенные. Но это замещалось тем, что были люди, которые были добры. Всегда возмещало это чем-то и акцентировалось на позитивных каких-то вещах. Но закалило это точно. Да? И был еще такой момент, что в месте, где мы жили, там, если можно так сказать, была община. Грузино-абхазская община, да, которая состояла из людей, которые в свое время покинули свой дом. Это стало такой отдушиной, да, и для моих родных, и для меня, потому что это были люди, у которых были общие ценности. Да, они жили в третьей какой-то стране, но в целом они имели очень схожий менталитет, отмечали какие-то праздники, которые отмечают у нас вместе, и это становилось тем замещением, так скажем, того, что не хватало всем нам там. Вот. Но с другой стороны, это стало большим обманом. Я видела общность, независимо от того, были это грузины либо абхазы. Я очень часто видела этих людей, они собирались, и они становились в круг перед местом, где они работают. В основном это были какие-то торгово-промышленные какие-то палаточки, какие-то склады, которые они арендовали, чтобы работать. И они собирались все вместе и говорили о политике. Что я очень хорошо помню, что там не было конфликтов. То есть они говорили о том, что вот что с нами случилось. Да, почему так происходит. Для меня не было разницы, я не могла поделить, кто есть кто в плане отношения к ним. Да, то есть они были моими, и все. Ты говорила, что тогда у тебя были некие такие иллюзии, да, по поводу того, что происходит здесь, именно внутри отношений. Когда эти иллюзии начали развеиваться? Уже начав работать, у нас было приглашение на один из семинаров, куда я поехала как представитель организации своей. На какой-то кулуарная какая-то беседа была в промежутках между сессиями. Одна из женщин очень на меня пристально смотрела. Конечно, мы представлялись и говорили, откуда мы. И она пристально на меня смотрела. И, видимо, когда увидела момент, что могла задать вопрос, она задала такой вопрос. А правда, что у вас в Гале выпускают газету на мингрельском языке? Конечно, я ответила, что да. Это правда, потому что так и было. И, наверное, по какой-то наивности душевной я начала говорить, что
Да, вы знаете, газету выпускают, но вот, к сожалению, даже сами ингрельцы с трудом читают, потому что ингрельский язык читается очень трудно. Вот. На что я увидела еще более такое растерянное ее лицо, и она мне сказала такую вещь: а ты знаешь, что нам в свое время даже говорить на нашем языке запрещали? И тут я поняла, что у меня есть ответственность какая-то перед ней, о которой я не знаю. Тут начался путь, наверное, вот как раз становление какой-то осознанной Моники, которая понимает, что война-то закончилась, но последствия какие-то есть. И именно для района, откуда я, они достаточно весомые, сильные, и с ними нужно знакомиться хотя бы для начала. Моника, расскажи, пожалуйста, как произошло твое знакомство с проектом? В один из дней нам позвонили в офис и сказали, что есть возможность поучаствовать во встрече, которую организовывают, как на тот момент сказали, журналисты, которые обучают, как правильно брать биографическое интервью, как рассматривать его, анализировать и так далее. Я помню, первое наше интервью, оно было о мужчине, обычном сельском жителе, который рассказывает, что война пришла к нему в дом, он не хотел ее, но ему нужно было защищаться. Вот так он говорит, что на спящее село тогда вот обрушилась война. Да, он рассказывает о том, как разгружал тела погибших детей вертолета, который был сбит над Латой. Это было очень эмоционально, и он говорит, что он бы не пожелал никому пройти через то, что он прошел. Я, наверное, тогда очень сильно разозлилась на ту команду, которая проводила это мероприятие. Я считала, что это не нужно абсолютно, и это только подогревает ту чувствительность, которая и так хватает в обществе, и в целом совсем не стоит, да, возвращаться. Нужно думать, идти дальше, что делать и как. Вот такая моя позиция была. Процесс, да, вот когда вы приехали в Кварчал, у тебя были вопросы, зачем вообще это прослушивать, если это вызывает такую боль. Вот хотелось бы, чтобы ты поделилась, какой ты получила на это ответ, как ты сейчас говоришь участникам новым, почему нужно приходить на этот проект и прослушать интервью. Мне казалось, что если человек выходит на эмоции, ему это больно слушать, то этого не стоит делать. Да? С другой стороны, я не рассматривала это как какую-то терапию для людей, да, как возможность высказаться. То есть я видела риски, но не видела возможности. То есть когда я увидела возможность менять мнение, приняв чужую боль, приняв чужой опыт, вспомнив, да, какое-то пространство, которого у меня было очень много, да, так как я не помню войны, довоенных событий. Но в то же время это позволяет узнать ту информацию, которую ты не найдешь ни в книгах, да, которую у нас не принято спрашивать, потому что это, опять же, чувствительный момент. И была участница, которая сказала, что если я спрошу отца, который воевал, расскажи мне что-то, он очень сильно разозлится. Да, это показывало, насколько эта тема как-то табуирована, но при этом она везде. Да? И как рассказать молодежи так, чтобы в то же время не вызвать у них агрессию, в то же время дать ответы на все вопросы. Я, наверное, вот это получаю больше всего, да. То есть я не получаю обозленных людей, которые мне говорят, что я не хочу об этом говорить, я не хочу об этом вспоминать. Я получаю историю, которая подтверждается еще 3-4 такими историями, да. Сейчас ты уже сама проводишь воркшопы, собираешь интервью, и вот я бы хотела у тебя спросить, в каждом районе Абхазии есть своя специфика. Какова специфика в городе Гал? Да, и мне кажется, что специфика именно гальского, да, контекста, что в какой-то момент
люди, находясь в Абхазии, они чувствуют себя вот такой общинкой, которая может доверять только себе. Да? К сожалению, потому что, наверное, на это повлияло и военные годы, и послевоенные, да, события. Я думаю, что и в Абхазии хотят послушать, что думают гальцы. Да? И я думаю, многие гальцы хотели бы что-то сказать. И я думаю, что вот безопасности – это не значит, что они конкретно кого-то боятся или что-то. Само безопасное пространство, да, у них нету лично у них внутри этой безопасности. Да, я не знаю точно, как мы можем это в рамках процесса дать всем, но тот метод, который мы используем, да, в нашем процессе, мне кажется возможным, да, если потихоньку люди будут вовлекаться. Потому что, проводя, допустим, воркшопы, я не провожу их одна, да. Есть всегда коллега, который с западной части приезжает, он их слушает. Они понимают, что этот человек берет ответственность послушать. Они видят это. И на следующий раз рассказывают больше, на третью встречу еще больше. То есть я понимаю, что вопрос не в том, что они боятся конкретно какой-то стороны или всего. Они боятся высказываться. Люди не верят, что они могут что-то изменить вокруг себя. Да? И у гальцев очень сильно выработано такое стратегическое терпение к любым процессам, которые вокруг них происходят, что мешает им участвовать в каких-то процессах, что воспринимается и грузинской стороной, и абхазской стороной как нету голоса скала. Да? Вот гальцы не говорят. Вот такое ощущение, что им все равно. Да, но я уверена, что это не так. Я уверена, что люди, которые живут здесь, они любят это место. Иначе они бы не проходили через многие этапы здесь, как и другие жители Абхазии. Единственное, что есть специфика. И единственный вопрос, насколько мы готовы понять. Я вижу очень часто и на себе ощущала, что вот как будто общество ставит тебя перед выбором. Да, это принесла война, это принес конфликт, когда общество разделилось. Но решение гальцев до войны, да, которое вот стало судьбоносным для них, то, что они как бы приняли решение не участвовать в этом во всем, конечно, это несло свои последствия. Но и до сих пор, я тебе скажу, я задаюсь этим вопросом и иногда задаю жителям, да, чтобы как им казалось возможным вообще развитие событий, почему они приняли именно такое решение. Да? Я чувствую, что для них это такой же вопрос, как несправедливый вопрос. Вот они мне всей своей реакцией это показывают. То есть для них это вопрос на уровне, там, ты выберешь одного ребенка своего или другого. Ты выберешь одного, там, маму или папу. Да? Вот они всей своей реакцией мне показывают, что это именно так. Вот в 2006-м ты ездишь в разные районы и там тоже проводишь воркшопы. Меняется ли со временем отношение или все остается так же к Гальскому району? Как ты это чувствуешь? Познакомить их с нарративом, который есть именно в Гальском районе, да, с тем, как люди думают, что они хотят. Если есть желание принять это, я становлюсь вот этим примером Гальской, которая сказала это. Да, сказала, что, допустим, мы тоже любим, да, свою родину, что мы не хотим, чтобы здесь были какие-то процессы, которые неугодны, да, этому государству. То, что нам нужно, это наш дом, да, и так далее и тому подобное. То есть уровень доверия, я считаю, что это то, что ты можешь задать вопрос и получить ответ. Если ты хочешь быть понятым, будь готов понимать сам.